Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что нужно делегировать задачу именно профильному специалисту. То есть не многорукому, многоногу, который знает все, но достаточно поверхностно, а именно узконаправленному специалисту. И этот узконаправленный специалист справится с этой задачей лучше, чем, ну, скорее всего, лучше, в 90% лучше, чем, соответственно, тот человек, который знает там чуть-чуть, все умеет, все понимает и такой, знаете, вот многорукий, многоног. Но когда мы создаем, например, AI-агентов для решения тех или иных задач, мы часто, знаете, вот просто берем какого-то одного AI-агента и пытаемся взвалить на него кучу дел. То есть он и посты должен писать, он должен, соответственно, делать анализ в интернете, он должен забивать данные в наш Google календарь, он должен искать информацию в интернете, анализировать наших конкурентов, вытаскивать какие-то смыслы из текстов. То есть он является тем самым многоруким, многоногим. И это неправильно. Но если же мы будем создавать большое количество агентов, например, там, на базе того же Telegram, либо там, на базе того же ChatGPT, то мы просто в один момент погрязнем в том количестве агентов, которых мы создали. Соответственно, нам нужно будет вспоминать, так, какой агент к чему относится, чем он занимается, какая его специализация. Либо все это где-то записывать и потом забивать на это, либо создать так называемого одного AI-специалиста, который уже будет взаимодействовать со всеми этими агентами, давать им конкретные задачи, потому что он знает, что этот агент именно специализируется на этой задаче. И никто, то есть и этот именно агент, как никто другой, сможет справиться с этой задачей лучше всего. Давайте в этом видео мы с вами будем как раз создавать такого главного нашего AI-ассистента, AI-помощника, который может, ну, наверное, правильно сказать, будет все наши задачи отдавать именно своим специализированным профильным AI-агентам. На мой взгляд, именно вот с этого нужно начинать создание специалистов. То есть, когда мы создаем не многорукого многонога, да, в телеграмчике, который нам будет отвечать на все подряд, а мы создаем именно такого, знаете, главного нашего ассистента, который будет делегировать те задачи, которые к нему приходят, делегировать уже своим подчиненным, своим более маленьким специализированным AI-ассистентам. То есть, наша основная задача не вмешиваться в процесс, то есть не думать, чтобы мы не думали, кому доверить создание текста и, соответственно, создавать этого AI-ассистента. Нет, AI-ассистент, наш главный AI-ассистент, сам создаст, сам поможет создать того профильного специалиста, который нам нужен для выполнения той или иной задачи. Значит, как это работает? Давайте вам покажу на примере сервиса N8N, потому что на базе сервиса N8N можно создавать тех самых AI-помощников без знания кода, без программирования, потому что я не умею программировать, я не знаю код, я не разбираюсь в этом. Здесь сервис интуитивно понятен и, соответственно, с ним легко и просто работать. Значит, смотрите, мы будем создавать своего главного AI-ассистента, к которому мы будем обращаться. А этот главный ассистент уже будет делегировать эти задачи своим профильным специалистам в том или ином направлении. Нам нужно забить что-то в календарь, он отправит, соответственно, эти данные в календарь. Нам нужно написать пост, он отправит этот запрос AI-ассистенту, которому подключен, например, Claude, а не ChatGPT, потому что Claude 3.7 Sonnet создает контент лучше. Нам нужно провести какой-то анализ, либо анализ YouTube-видео, соответственно, он отправляет это все AI-ассистенту, который специализируется на анализе YouTube-видео. Нам нужно вытащить текст из короткого TikTok видео и на основе этого сценария, текста, создать свой сценарий. Он отправляет это все AI-ассистенту, который специализируется на TikTok. И таким образом мы со временем обрастаем большим количеством AI-ассистентов, и нам не нужно, соответственно, искать в Телеграме. Так, какой же у нас бот отвечает за то, чтобы вытаскивать слова из ТикТока? Какой бот у нас генерирует контент для Threads? Какой бот генерирует сценарий для Instagram? Нам этим не нужно заниматься. Этим всем будет заниматься наш главный AI-ассистент. Я до вас все хочу довести вот эту вот информацию, что главное, чтобы у нас был AI-ассистент, который будет уже делегировать наши задачи более мелким AI-ассистентам, которые специалисты в своем направлении. И чем больше у нас задач, тем больше мы будем создавать таких AI-ассистентов, и их количество будет расти. Все рассказывают про сервис N8N и не говорят, для чего он на самом деле нужен. А он как раз и нужен для того, чтобы освободить нашу
наше время. Кто-то говорит там, ну, затратишь ты там час времени на создание вот этой автоматизации, и она будет экономить тебе 2 минуты. Нет, она будет экономить тебе огромное количество минут, потому что каждый AI-ассистент будет экономить тебе огромное количество минут. Значит, смотрите, и первое, когда мы работаем с любым сервисом, например, сервис N8N, нам нужно построить эту иерархию, то есть какие задачи мы хотим делегировать. Просто на листочке напишите, что вы делаете сейчас, и напишите, как сможет либо не сможет с этим справиться ваш помощник. Чтобы не лазить по этим сервисам, не заходить в Claude, не заходить в Telegram, не заходить в ChatGPT, не заходить в Grok. У нас есть AI-ассистенты, которые выполняют эту задачу. Значит, смотрите, я вам сейчас покажу, как это работает. То есть мы отправляем запрос в Telegram. Это может быть текстовый, может быть голосовой запрос, и он уже... Отправляем его нашему персональному ассистенту. Персональный ассистент в зависимости от той задачи, которую ему необходимо выполнить, от той задачи, которую мы ему дали, он этот запрос делегирует тому помощнику, который, соответственно, в чем-то специалист. Например, специалист по созданию контента, он у меня работает на базе Claude. Соответственно, он делегирует создание контента этому специалисту. Специалист по записи, по добавлению чего-то там, мой календарь на базе ChatGPT, потому что он тупо дешевле. Соответственно, он делегирует это. Специалист по анализу YouTube видео у меня работает тоже на базе ChatGPT. И он отдает все это на расшифровку с помощью там Whisper, видео с YouTube. И тот уже на основе этого сценария пишет не мой сценарий. То есть один главный специалист, и он уже, соответственно, все эти задачи распределяет по множествам другим специалистам, и здесь их количество может быть не ограничено. Еще раз говорю, мы будем создавать все это на базе сервиса N8N. Это один из моих аккаунтов. Нам просто необходимо зарегистрироваться в сервисе N8N, нажать Create Workflow. И у нас есть два пути. Первый путь, мы можем просто вот так вот нажать Import from File, и добавить сюда, соответственно, этот файл. И у нас наш главный специалист, он будет построен. Где этот файл взять? Ссылка находится под этим видео в первом закрепленном сообщении. Бот расскажет, как попасть, соответственно, в сообщество, где мы постоянно выгружаем вот эти вот различные шаблоны, промпты для ChatGPT, для Claude, для Make, для N8N. То есть у нас постоянно пополняемая база знаний, доступ к которой вы можете получить, просто перейдя по ссылке по первому закрепленному сообщению, попав в Telegram-бот, и он вам все расскажет. И второй вариант, мы, соответственно, с вами будем все это делать самостоятельно. Значит, смотрите, что нам необходимо сделать. Нам необходимо для начала найти Telegram-триггер, то есть Telegram, который будет отвечать за приемку сообщений. То есть мы что-то диктуем, мы что-то говорим, и, соответственно, Telegram должен это понимать. Мы выбираем Telegram, on message. Давайте я сначала предлагаю построить всю систему, а дальше уже, соответственно, эту систему настраивать. Значит, второе, что нам необходимо сделать. Нам необходимо поставить switch. То есть это распределитель, который будет понимать, когда к нему приходит сообщение текстовое, а когда к нему будет приходить сообщение в виде голосового. Давайте, значит, его здесь базово настроим, для того, чтобы он нам дал несколько вариантов. Значит, это будет у нас текстовое сообщение, и добавим, соответственно, роутер, что это будет выход, передача дальше, это будет сообщение голосовое. Назовем его voice. Так, не сюда, а вот сюда. Назовем его voice. И теперь у нас, соответственно, есть два выхода. Первое текстовое сообщение, второе голосовое сообщение. Значит, после текстового сообщения он должен, соответственно, принять это сообщение. Мы выбираем Edit Files, Set. И, соответственно, здесь пока тоже ничего не настраиваем. После голосового сообщения все голосовые сообщения в Telegram приходят как файлы. Поэтому наша основная задача выбрать Telegram, get a file. То есть голосовые сообщения, которые приходят в Telegram, они распознаются системой как файлы. Хорошо. После того, как он принял голосовое сообщение, нам необходимо это голосовое сообщение расшифровать. Делать мы это будем с помощью Whisper. Выбираем OpenAI, транскрибация, соответственно, голоса. Хорошо, выбрали. Значит, пока у нас висят ошибки. И дальше вся эта система должна будет отправить данные нашему AI-ассистенту, то есть главному AI-ассистенту. Мы можем назвать здесь это тест-ассистент, ну, типа главный
главный ас, ассистент. Значит, давайте проверим, как это работает. Значит, для начала нам необходимо настроить Telegram. Что мы делаем? Мы выбираем здесь свой Telegram. Если у вас не выбран ваш Telegram, то вы создаете новый. То есть вы выбираете и подсоединяете сюда свой Telegram с помощью бот-фазера. То есть вы ищете в поисковике в Телеграме бот-фазер, и с его помощью создаете для начала нового бота. Я не буду заходить, потому что там у меня очень много вот этих кодов, и ребята на монтаже говорят, ну, каждый раз ты говоришь про этого бот-фазера, и каждый раз вот эти кода нам приходится жестко, соответственно, блюрить, для того, чтобы никто твоих ботов не содрал. То есть вы выходите в бот-фазер, нажимаете New Bot, создаете бота, там он вам также сразу же присылает, соответственно, API-ключ, вы этот API-ключ копируете и добавляете вот сюда. После того, как вы добавили, у вас будет сообщение, что все успешно подключено. После этого вы выбираете своего этого бота, и он у вас начинает работать. Значит, после этого switch. Вам необходимо настроить switch. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо отправить тестовое сообщение нашему боту, который мы только что создали. Значит, как это сделать? Вы пишете сюда тест, то есть заходите в своего бота и пишите просто там какое-то сообщение. Значит, после этого называете тест workflow и система, так, давайте вот это вот пока... С этим мы пока не работаем, и мы пока их деактивируем. И после этого система понимает, что к нему приходит сообщение. Так, нет, видите, он еще не прошел тест. Давайте вот так, тест. Хорошо. И теперь система понимает, что это текст, тестовое сообщение, и он его отправил, соответственно, дальше. Мы заходим в switch наш и говорим, что этот текст и весь текст всегда отправляй именно туда, вот в тот раздел. Он говорит, хорошо. И таким вот образом он будет отправлять все текстовые сообщения туда. Сейчас нам необходимо настроить, давайте его включим, Activate, настроить, соответственно, чтобы система голосовые сообщения отправляла дальше. Для этого мы заходим в нашего Telegram-бота. Здесь прописываем файл ID, вот просто какие-то странные цифры прописываете и нажимаете «Сохранить» и нажимаете «Тест». Сейчас мы проверим, как работает голосовое сообщение. Мы ему говорим, мы теперь хотим получить данные из голосового сообщения. То есть что-то просто говорите, и видите, он отправил уже как голос, то есть он понял, что это голосовое сообщение. Для этого мы берем, вот заходим в Switch опять и говорим, что все голосовые сообщения, как файлы, отправляй именно вот во второй раздел с разделом Voice. Все, Switch у нас настроен. Здесь Telegram. Нам нужно файл ID. Мы это удаляем. И вот этот вот файл ID с голосового сообщения мы сюда вставляем. Все, Telegram настроен. Дальше, значит, нам нужен Whisper для того, чтобы... мы его тоже активируем, для того, чтобы он наши голосовые сообщения, соответственно, делал транскрибацию. Что мы делаем? Нам необходимо подключить сюда наш профиль с OpenAI. Если у вас здесь нету подключенного профиля с OpenAI, то вы выбираете то есть создание нового аккаунта. Здесь прописывайте API-ключ. API-ключ для того, чтобы прописать, вам необходимо зайти на сайт платформ OpenAI.com. Вам необходимо перейти вот сюда в свои настройки, создать новый ключ, create new secret key, и, соответственно, этот ключ скопировать, сюда вставить. Здесь он скажет, что все окей, организация ID можно сюда прописать, для того, чтобы проблем не возникало. Но я выберу тот аккаунт, который у меня есть. Все, у меня сейчас система работает. То есть, если я сейчас отправлю сюда какое-то голосовое сообщение, либо текстовое, она поймет, что это текстовое, либо голосовое сообщение. Значит, дальше нам необходимо поставить нашего AI-ассистента. Что мы делаем? Мы выбираем AI-агент. И сюда его добавляем. Тоже пока его настраивать не будем. Сюда отправим голосовые, то есть свяжем, что это текстовые, голосовые сообщения ему будут приходить. Значит, для того, чтобы он посмотрел, как текстовые голосовые сообщения ему будут приходить, мы нажимаем Test Step, то есть протестировать агента.
И здесь нам необходимо выбрать, что ему будут приходить голосовые и текстовые сообщения. Нам необходимо для начала прописать промпт, System Message выбираем и прописываем промпт. Промпт я рекомендую прописывать подробный. Этот промпт вы можете, например, взять там с моего телеграм-канала без проблем. Ссылка находится под этим видео в разделе промпты и как этот раздел называется-то, вот использование, применение их в повседневной жизни. Здесь у нас есть большое количество промптов и обычный промпт для ChatGPT, то есть какую задачу этот AI-агент будет выполнять. Здесь у нас собрана база из больше чем 250 различных образов для ChatGPT и база из больше чем 10 тысяч различных промптов для ChatGPT либо любого другого искусственного интеллекта. Вы всегда можете к ней обратиться, очень удобно, находится в Telegram. Значит, дальше мы сюда прописываем наш промпт. Что очень важно прописать в промпте. Давайте я вам открою этот промпт, чтобы вы на него посмотрели. Значит, в промпт мы постоянно будем редактировать. Нам основная задача это в начале промпта рассказать ему, что ты главный специалист. То есть твоя задача это распределять различные задачи между узкоспециализированными AI-агентами. И когда мы будем добавлять дополнительных AI-агентов, он будет понимать, что какую задачу необходимо отправить тому или иному AI-агенту. Соответственно, он будет отправлять там календарь, создание постов, проект менеджеру. И в конце мы говорим, что сегодняшняя дата такое-то, такое-то число. Все, мы промпт забили. Теперь у нас, так, еще вот смотрите, вот здесь вот нужно перейти в Define. И чтобы он понимал, какие ему сообщения приходят так, не OpenAI, а сообщения приходят в формате текста. На выходе в формате текста. Так, для этого нам необходимо ему отправить текстовое сообщение. Давайте это сейчас протестим. Вот, просто напишем тест в таком формате и наберем тест. Так, он не хочет принимать. Давайте пока его деактивируем. И вот, нужно сообщение отправить. И отправляем сообщение тест. Все, система пошла, и теперь у нас здесь появилось вот это вот наше сообщение, тест, вот оно. Мы его просто берем сюда, и чтобы он понимал, соответственно, какое сообщение ему пришло. Все, он теперь понимает, какое ему сообщение пришло, можно его включать. Давайте активируем. Дальше нам необходимо выбрать модель. То есть модель вы можете выбрать любую, но для главного AI-агента я выбираю модель ChatGPT. Она самая, на мой взгляд, сегодня простая, дешевая. И, смотрите, даже версия 4.5 уже есть. Но я выберу самую простую версию 4O, она будет самая дешевая. Хорошо, значит, AI-агента выбрал. Дальше мне необходимо создать память для того, чтобы он понял наш с ним разговор. Я выбираю создание памяти и здесь могу прописать, там, например, 10 сообщений, чтобы он 10 последних сообщений со мной понял. И здесь нам необходимо выбрать чат ID. То есть мы выбираем вот этот чат и сюда добавляем. Все. Значит, память у нас настроена. Дальше нам необходимо настроить выход. То есть что будет происходить на выходе. На выходе по-хорошему он должен, соответственно, нам как-то отвечать, да, не все это запоминать. Мы выбираем Telegram и выбираем Send Text Message, то есть отправка текстового сообщения. Здесь выбираем наш Telegram аккаунт. Здесь выбираем в разделе текста, мы выбираем, так, нам необходимо здесь что-то вбить для того, чтобы протестировать и, соответственно, получить ответ. Давайте протестируем и получим ответ. Здесь вобьем «Привет». Вот так вот. «Привет, что ты умеешь делать?» Отправили. Он сейчас работает и отправляет, соответственно, текстовое сообщение, но он не может его отправить, потому что он не понимает, какое сообщение отправить. Мы выбираем здесь чат ID. Необходимо выбрать чат ID. Он находится вот чат ID. Вот этот вот. Так, давайте отсюда. Чат ID. И здесь, соответственно, выход сообщения. То есть какое сообщение он нам подготовил для того, чтобы ответить нам. И здесь выбираем Output AI агент. Текст. Все. Все, мы научили нашего AI-агента теперь с нами общаться, разговаривать. Давайте его протестим. Заходим и пишем ему: «Привет, что ты умеешь?»
Можем посмотреть, как процесс работает. И вот он нам ответил, что он умеет делать. Он нам ответил, исходя из того промпта, который мы в него до этого забили. В принципе, все. Здесь по основным, то есть по основной настройке здесь все. И дальше мы уже создаем себе дополнительных AI-агентов, которые будут отвечать за определенные действия. Я думаю, что сейчас в этом видео я вам не буду показывать, как делать дополнительных AI-агентов, поэтому мы несколько дней выкладываю на свой YouTube-канал создание AI-агентов. И этих AI-агентов вы можете как раз сюда дополнительно добавлять и создавать. Если вы хотите посмотреть, как создаются AI-агенты, посмотрите мое предыдущее видео по N8N. Там есть подробная информация о том, как создавать AI-агента. И вы просто этого агента берете и, соответственно, добавляете сюда. Если же вы хотите создавать большое количество AI-агентов, то обязательно переходите в наш Telegram. Ссылка находится под этим видео в первом закрепленном сообщении, либо в разделе описания. И мы там постоянно добавляем различные шаблоны AI-агентов для того, чтобы можно было делегировать и сэкономить время на работе с рутинной задачей. Мне кажется, это удобно. На этом это видео все. То есть мы сами с вами, главное, создали мозги, мы с вами создали главного AI-ассистента. И этот AI-ассистент уже в будущем будет отправлять те или иные запросы уже узкоспециализированным помощникам, тем, которых вы будете создавать с моей помощью, использовать наши шаблоны, либо самостоятельно, там уже будете решать сами. Но главное, мы сейчас создали того самого AI-помощника, который будет делегировать все ваши задачи, которые вам нужны дополнительным AI-помощникам. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Гризуевич. Изучайте N8N. Реально сервис очень крутой. Изучайте искусственный интеллект. Переходите в мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Подписывайтесь на канал. Пока.